Привет всем! Останавливайте кадр с ингредиентами для удобства. В сегодняшнем видео я продолжу ореховую тему, и мы приготовим пралине, знаменитую орехово-карамельную пасту. Приготовление пралине начинается точно так же, как и приготовление саблированных орехов. Это очень удобно. Можно начать готовить пралине, отобрать немного саблированных орехов для декора и продолжить приготовление пасты. Важно, чтобы орехи для пралине были обжаренными. Так паста будет иметь очень насыщенный и интенсивный вкус. Классические варианты пралине из миндаля и фундука, но готовить ее можно из любых орехов, а также их смеси. Займитесь приготовлением сиропа. Для этого в толстостенный сотейник всыпьте сахар и влейте воду. Поставьте смесь на огонь. Пока сироп прогревается, помешивайте его, чтобы растворение сахара шло равномерно. Обычно при варке сахарных сиропов их помешивают до того момента, когда начинается кипение, чтобы избежать кристаллизации. При этом можно окрасить сироп пищевыми красителями или ароматизировать его при помощи эссенций. После того, как сироп закипел, нужно контролировать его температуру. Нам нужно дождаться температуры в 116 градусов. Всыпьте в емкость с сиропом обжаренные орехи и начинайте перемешивать все, не снимая емкость с огня. Начните непрерывно перемешивать орехи в сиропе, они должны полностью им покрыться. Кстати, иногда пралине готовят упрощенным способом, готовят сухую карамель, добавляют в нее орехи, перемешивают и просто выливают на плоскую поверхность застывать. Но способ на видео мне все же нравится больше. Попробуйте сравнить эти два метода приготовления и вы. Перемешивая орехи в сиропе, вы увидите, что начался процесс кристаллизации. Еще немного, и у вас будут готовы саблированные орехи, а уже дальше сахар на поверхности начнет плавиться и превращаться в яркую, янтарную, ароматнейшую карамель. Не прекращайте перемешивание, иначе карамель на одних орехах расплавится и уже начнет подгорать, а на других и не расплавится вовсе. Вылейте орехи в карамели на какую-нибудь плоскую жаростойкую поверхность. Помните, что смесь сейчас очень горячая, и поэтому будьте аккуратны. Дайте смеси полностью остыть, а карамели затвердеть. Разломайте получившийся пласт на части. Не забудьте наградить себя за труд парочкой вкусных кусочков. Назовем это дегустационными потерями в процессе приготовления. Отправьте орехи в чашу блендера и измельчите массу. Сперва она превратится просто в крошку, но постепенно приобретет консистенцию пасты. В зависимости от мощности вашего блендера орехи измельчатся в более или менее гладкую пасту, но в любом случае пралине это невероятно вкусно. Я надеюсь, что этот рецепт пришелся вам по душе, и вы поставите мне лайк и подпишитесь на мой канал. Спасибо за внимание!